Предсмертный прогноз мыслителя-фольклориста, этнографа, историка, известного деятеля казахской культуры и литературы Машхура Жусупа стал объектом бурных дискуссий. В частности, речь идет о позитивных переменах в 2022 году. В 1921 году, за 10 лет до своей смерти, Машхур Жусуп собрал родственников, указал место и сказал: «Выкопайте здесь мою могилу. Тело похороните в сидячем положении. Периодически приезжайте, чтобы получать сообщения. Мое тело будет храниться 40 лет». Когда родственники спросили о причине такого решения, он ответил: «Я не умру, пока мне не исполнится 73 года. После моего ухода вы сильно ослабеете». Таким образом, Машхур Жусуп предсказал голод 1931 года. Действительно ослабевшие родственники после его смерти с трудом перенесли тело святого на указанное им место и похоронили. Также Машхур Жусуп говорил: «Придет джут. Много казахов умрут. 70 лет страна будет жить в безбожном обществе, после 30 лет страну будут грабить. И только после всего этого для казахов наступит благоприятное время, когда жаворонок будет откладывать яйца на овцах». В принципе, 4 предсказания Машхура Жусупа исполнились. Это собственная смерть, голод, 70 лет власти атеистической компартии и 30 лет коррупции в стране. Отметим, что его предсказания широко освещены в сборнике «Машхур Жусуп Копеев», подготовленном специалистами Института философии, политологии и религиоведения. Машхур Жусуп умер 27 ноября 1931 года. Его могила построена в виде двухкомнатного дома, в нем размещен шкаф с 60 книгами на арабо-персидском языке. На шкафу лежит седло, которое использовал прорицатель. Южная стена дома украшена 40-берцовыми костями овцы, охранный амулет. Там же висит камень, который был обнаружен во время раскопок на месте захоронения святого. На этом камне Машхур Жусуп сам выбил фразу: «Не умру, пока не достигну 73». Мавзолей был обновлен в 1977 году. Вторая реставрация была проведена осенью 2006 года. На этом у нас все. Подпишись на наши новости, самые интересные видео, а также сотни комментариев казахстанцев в твоей ленте.